Всем привет! Сегодня мы с вами свяжем шапочку на вершину елки. Для вязания шапочки я беру тоненькую пряжу и крючок 2,5 мм. Первым делом делаем кольцо амигуруми. Обкручиваю пряжей палец дважды, снимаю, кладу пряжу на указательный палец, а безымянным и большим пальцем держу пряжу вот так. Крючком ныряю в это колечко, захватываю пряжу, вытягиваю, снова захватываю пряжу и провязываю. Делаю 6 столбиков без накида, ныряю крючком в колечко, захватываю пряжу, вытягиваю, захватываю пряжу и провязываю 2 петли на крючке. Снова ныряю в колечко, захватываю пряжу, вытягиваю, провязываю. Второй столбик без накида, третий столбик без накида, четвертый, пятый и шестой. Беру за кончик и затягиваю. Крючок вставляю в первую петельку. С обратной стороны захватываю пряжу и протягиваю через 2 петли. Это был первый ряд. Вяжем второй ряд. Делаем воздушную петлю и в каждую из 6 петель провязываем по одному столбику без накида. То есть во втором ряду у нас остается 6 петель. В первую петельку второго ряда вставляем крючок, захватываем пряжу и соединяем. Делаем воздушную петлю. В третьем ряду у нас будет 9 петель. Для этого в первый столбик без накида мы провязываем также столбик без накида без прибавки. Во второй столбик без накида делаем прибавку, то есть делаем 2 столбика без накида в одну петлю. Раз, и в ту же самую петельку 2. Снова делаем 1 столбик без накида. В следующую петлю делаем 2 столбика без накида. Раз, 2. Столбик без накида. В следующую петлю 2 столбика без накида. И соединяем с первой петлей третьего ряда. Делаем воздушную петлю. В четвертом ряду вяжем 9 петель. В каждую петлю делаем столбик без накида. Провязываю последний 9 столбик без накида и соединяю с первой петлей, вытягиваю. Пятый ряд вяжем точно так же. 9 столбиков без накида вяжем в каждую петлю. Также вяжем и шестой ряд. Соединяем с первой петлей шестого ряда, делаем воздушную петлю. В седьмом ряду у нас будет 12 петель. Для этого мы провязываем 2 столбика без накида, в третью делаем прибавку. То есть 2 столбика без накида в одну петлю. Снова 2 столбика без накида. 2 столбика без накида в одну петлю. И последний раз 2 столбика без накида. 2 столбика без накида в одну петлю. Соединяем с первой петлей седьмого ряда, делаем воздушную петлю. Теперь 8 и 9 ряд вяжем столбиками без накида без прибавок по 12 петель. Завершаю 9 ряд, делаю воздушную петлю. В 10 ряду у нас будет 15 петель.
Для этого я делаю 3 столбика без накида. И в четвертую делаю прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Снова 3 столбика без накида. 2 столбика без накида в одну петлю. 3 столбика без накида. 2 столбика без накида в одну петлю. И соединяю с первой петлей 10 ряда. Делаю воздушную петлю. 11 и 12 ряд вяжу по 15 столбиков без накида, без прибавок. 13 ряд делаю 4 столбика без накида. В 5 прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Снова 4 столбика без накида. 5 столбик без накида, прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. И последний раз 4 столбика без накида. 3, 4. 5 петля. В 5 петлю делаем прибавку из 2 столбиков без накида и соединяем с первой петлей ряда. В этом ряду у нас получилось 18 петель. 14 и 15 ряд вяжем по 18 петель без прибавок. 16 ряд 5 столбиков без накида, прибавка. 3, 4, 5. В 6 делаем прибавку из 2 столбиков без накида. Снова 5 столбиков без накида. Прибавка. Последний раз. Прибавка. Соединяем с первой петлей. Итого в этом ряду у нас получается 21 петля. Следующие 2 ряда вяжем также 21 столбик без накида в каждую петлю. 19 и 20 ряд тоже провязываем по 21 столбик без накида. Мне осталось довязать до конца 20 ряда несколько столбиков без накида. Я беру пушистую пряжу и укладываю ее вот так по линии направления нашего вязания и начинаю ее ввязывать, то есть обвязывать ее столбиками без накида. Вяжу также, так как и раньше, в каждую петлю по столбику без накида. Только теперь я обвязываю и пушистую пряжу вместе с нашими петлями. Так мы закрепим пушистую пряжу очень качественно. Последний столбик без накида. И теперь, когда я буду нырять в первую петлю этого ряда, я возьму не вот эту нитку обычную, а пушистую пряжу. Вот так захватываю и вытягиваю ее. Делаю 2 воздушные петли. Вяжем в каждую петлю 21 столбик с накидом. Делаем накид на крючок, ныряем в петлю, захватываем пряжу, вытягиваем, провязываем накид, 2 петли на крючке, провязываем. Снова делаем накид на крючок, ныряем в петлю, захватываем пряжу с обратной стороны, вытягиваем.
У нас получается здесь 3 петли на крючке. Провязываю сначала первые 2 петли, 2 петли на крючке, провязываю 2 вторые петли. Так вяжу в каждую петлю. Когда я почти довязала этот ряд, я беру нашу белую ниточку, обрезаю, побольше оставляю кончик. Точно так же прокладываю его по направлению нашего вязания сверху и просто начинаю его сверху обвязывать. Вот так. Он никуда не денется, будет плотно закреплен в вязании. Довязываю этот ряд. Провязываю последнюю петлю и вставляю крючок в первую петлю столбика с накидом, захватываю пряжу и вытягиваю. Пряжу обрезаю подальше, оставляю хотя бы сантиметра 4, вытягиваю и теперь этот кончик прячу в вязание вот таким образом. Двигаясь в обратное направление от вязания. В верхнюю часть колпачка я решила сделать помпончик из такой же пушистой пряжи. Для этого беру вилку и наматываю вот так вот вокруг нее обороты. Для того, чтобы шапочка хорошо сочеталась с золотом, я решила добавить сюда вот такие золотые ниточки. Я их обрезала от елочных игрушек, они мне нужны для другой поделки. Я вот так вот просто буду их сюда вкладывать в процессе обмотки. 9, 10. Одиннадцать, 12, 13, 14, 19, 20. На этом я заканчиваю обмотку, обрезаю пряжу и теперь связываю помпон посередине. Вот так. Обматываю ниточки и связываю. Очень хорошо затягиваю узелок 2 раза. Теперь обматываю еще раз с другой стороны, связываю еще раз и теперь снимаю. По краю намотки разрезаю и теперь обрезаю все лишнее. Получился вот такой пушистый шарик с золотыми вставками. Теперь надо его пришить к верхушке шляпы. Шапочка для елки готова. Намеряю шапочку, кокетливо пустить. Красота же!